Что чувствует человек, когда случайно слышит, как родные дети обсуждают, в какой день удобнее сдать его в дом престарелых? Виктор Андреевич услышал это не специально. Он просто шел по коридору медленно, держась ладонью за стену, потому что с утра немного кружилась голова. На кухне разговаривали его сын Марк и дочь Елена. Говорили негромко, но в таких разговорах почему-то всегда отчетливо слышно главное. «Я больше так не могу», — резко сказал Марк. «У нас дети, работа, вечный шум. Он всем недоволен, все время что-то бурчит, ходит, вздыхает. Вчера опять воду разлил в ванной. Если Лиза бы зашла первой, упала бы». «Не начинай», — устало ответила Елена. «Я и так думаю». «Думай быстрее. Либо ты помогаешь, либо я сам решаю. Место ему уже нашли. Там уход, питание, врачи. Не на улицу же его выкидываем». Виктор Андреевич остановился. Не потому, что ноги отказали, не потому, что сердце кольнуло, а потому, что в одну минуту понял, речь шла о нем, и речь шла уже не в первый раз. Он постоял еще несколько секунд, будто надеялся, что сейчас услышит что-то другое, что дочь скажет: «Ты с ума сошел, это наш отец», что сын одумается, что хотя бы кто-то в этом доме вспомнит, как этот самый отец 35 лет поднимал семью, строил дом, ночами подрабатывал, чтобы дети были одеты не хуже других. Но он услышал другое. «Я не могу его взять к себе», — тихо сказала Елена. «Ты знаешь, у меня муж, у меня внуки часто приезжают, у нас двушка. И потом, если честно, он и у меня не уживется». «Значит, решено», — отрезал Марк. «Я уже все подготовил». Виктор Андреевич тихо развернулся и пошел обратно к себе. Ему было 74. Он не был лежачим, не был человеком, который не может сам одеться, помыться, разогреть еду. Да, он стал медленнее. Да, иногда забывал, зачем пошел в другую комнату. Да, чашку мог поставить мимо стола и разлить чай. Но он оставался в здравом уме и прекрасно понимал, когда его в собственном доме начали терпеть, а не любить. Когда 5 лет назад умерла его жена Мария, дом опустел сразу. Не постепенно, не по чуть-чуть, а будто из него вынули воздух. Пока она была жива, все держалось на ней. Ни еда, ни уборка, ни порядок. Держалось ощущение семьи. После ее ухода дети стали приезжать все реже, а потом начались разговоры о том, что Виктору Андреевичу нельзя жить одному. Сначала это звучало заботливо. «Пап, мы переживаем. Пап, тебе уже тяжело. Пап, большой дом одному не нужен». Потом Марк предложил переехать к отцу со своей семьей на время. Сказал, что в их квартире тесно, дети растут, а здесь всем будет удобней. Виктор Андреевич тогда еще обрадовался. Подумал: правильно, дом оживет, будет шум, голоса, чай по вечерам, запах котлет, мультики у внуков, разговоры за столом. Он действительно думал, что старость не будет одинокой. Но получилось иначе. Сначала невестка Клара почти сразу дала понять, что это теперь ее территория. Она ничего не говорила прямо при муже, но говорила при каждом удобном случае Виктору Андреевичу. «Не трогайте кастрюли, я потом после вас все перемываю. Не надо самим стирать, вы кнопки путаете. Пульт не туда положили, свет в коридоре забыли выключить. Зачем вы детям конфеты дали перед ужином?» Такие слова не ранят сразу. Они собираются внутри день за днем, пока однажды человек не замечает, что ходит по собственному дому как квартирант. Потом его телевизор для удобства перенесли в его комнату. «Так всем лучше, пап», — сказал Марк. «Ты любишь свои передачи, а дети мультики смотрят, и тебе спокойнее». Потом ему начали приносить еду в комнату. «Вам не надо лишний раз туда-сюда», — говорила Клара. «Отдыхайте». Потом он заметил, что за общий стол его зовут только по праздникам и только если пришли гости. А соседей Клара и вовсе быстро отучила заходить. Раньше к Виктору Андреевичу нередко заглядывали старые знакомые, кто чай попить, кто инструмент попросить, кто просто посидеть на лавке у ворот. После переезда сына все исчезло. Один раз он услышал, как Клара сказала через калитку соседке: «Он уже плохо себя чувствует, не утомляйте его визитами». Хотя тогда Виктор Андреевич еще спокойно ходил и сам косил траву у забора.
В тот день, услышав разговор детей, он сел на край кровати и долго смотрел на стену. Там висела фотография. Они с Марией стояли возле этого самого дома, еще молодые, уставшие, но счастливые. Дом тогда был без крыльца, только стены и окна. Они строили его почти 10 лет, не потому что мечтали о роскоши, просто хотели свой угол, где дети будут расти не по съемным квартирам. Он помнил, как зимой брал подработки, как Мария экономила на себе, как они вместе выбирали обои в комнату Елены, как Марк маленьким спал у него на груди, когда болел, как потом сын впервые принес зарплату и гордо положил деньги на стол со словами «Пап, теперь я тоже помогаю». Где все это кончилось? И когда? В дверь постучали, не дождались ответа. Вошел Марк. «Пап, ты чего лежишь? Все нормально?» Виктор Андреевич посмотрел на сына. Тот стоял в дверях, не приближаясь. В руке телефон. На лице привычная занятость. Ни тепла, ни злости. Хуже. Деловитость. «Нормально», — ответил Виктор Андреевич. «Ты бы аккуратнее в ванной. Там, правда, скользко. Клара переживает». «Клара переживает», — отметил про себя Виктор Андреевич. «Не я переживаю, не тебе плохо. Именно так». «Марк, а ты мне прямо скажи», — спокойно спросил он. «Вы хотите, чтобы я отсюда уехал?» Сын заметно напрягся, потом сразу сделал раздраженное лицо. «Опять начинается. Никто тебя не выгоняет. Мы думаем, как всем будет лучше». «Всем это кому?» «Пап, не надо вот этого. Ты сам видишь, ситуация сложная». «Я вижу», — кивнул Виктор Андреевич. «Только дом-то мой». Сын отвел взгляд буквально на секунду, но этого хватило, чтобы Виктор Андреевич почувствовал что-то нехорошее. «Юридически там все давно решено», — сказал сын, будто проговорился и сразу пожалел. «Какие бумаги?» «Ну, бумаги по дому». Виктор Андреевич даже не сразу понял смысл этих слов. «Какие бумаги?» «Ну, пап, не начинай. Еще осенью, у нотариуса. Чтобы проще было с коммуналкой, с документами, с оформлением, ты все сам подписал». Виктор Андреевич встал медленно, очень медленно, но не потому, что был слаб, потому что ему нужно было удержать себя, чтобы не сорваться. Осенью Марк действительно привозил какие-то бумаги. Говорил, что по новым правилам нужно переоформить часть вопросов, чтобы можно было оплачивать счета без лишней беготни. Тогда у Виктора Андреевича было давление. Он плохо видел после уколов в глаза, и Марк торопил. «Да обычная формальность, пап. Здесь и здесь, распишись». Елена тогда тоже была рядом. Сказала: «Да, пап, сейчас без бумажек ничего». «Это был договор дарения?» — спросил Виктор Андреевич. Марк молчал. И этим молчанием ответил. Старик не закричал, не ударил кулаком по столу, не заплакал. Он просто сел обратно на кровать, и в этот момент ему стало по-настоящему холодно. Значит, они не просто решили его отправить. Они все подготовили заранее. Сначала забрали дом, потом решили убрать хозяина. Вечером ему принесли ужин на подносе. Клара поставила тарелку на тумбочку и быстро вышла. Марк в комнату не зашел. Внуки пробежали по коридору, громко смеясь. Им никто ничего не объяснял. Для них дед уже давно был просто тихим человеком за закрытой дверью. Виктор Андреевич не ел. Ночью он не спал. Вспоминал жену, детей маленькими, свой первый инструментальный ящик, стройку, яблоню, которую сажали с Марией, Елену в белом банте, Марка с разбитым коленом. Он перебирал прожитую жизнь и не мог понять, где ошибся. Неужели был слишком мягким, слишком доверчивым, слишком много отдавал и слишком мало требовал? Утром приехала Елена. Она вошла в комнату не сразу. Сначала постояла в дверях, потом села на стул. «Пап, собирайся», — сказала она, не поднимая глаз. «У нас запись на сегодня. Там хорошие условия, не надо драматизировать». «У вас запись?» — переспросил он. «Пап, ну а что делать? Объективно так будет лучше». «Для кого?» «Для всех». Он смотрел на дочь и видел перед собой не ту девочку, которая в детстве засыпала у него на плече. Перед ним сидела усталая чужая женщина, которой хотелось решить неудобный вопрос и вернуться к своим делам. «Ты тоже знала про дом?» — спросил Виктор Андреевич. Елена сжала губы. «Я узнала позже». И промолчала. «А что я должна была сделать? Устроить скандал?»
Вы с Марком сами все между собой решали». Это была ложь, но даже спорить сил не было. «Сколько у меня времени?» — спросил Виктор Андреевич. «Полчаса. Я не могу опоздать. У Олега вечером гости». Он кивнул. Вот и все. У дочери мужу вечером удобно, у сына детям тесно, а у него полчаса на то, чтобы выйти из дома, который строил полжизни. Виктор Андреевич открыл шкаф. Достал теплый свитер, рубашку, носки, старую папку с документами. Потом открыл верхний ящик комода и взял оттуда кольцо Марии, которое хранил после ее смерти, и их свадебную фотографию. Больше брать было нечего, да и незачем. Когда тебя вычеркивают из дома, вещи вдруг становятся странно неважными. Когда он вышел в коридор с сумкой, Марк стоял у окна и делал вид, что смотрит в телефон. «Ну что, пап, без сцен?» — сказал Марк. Виктор Андреевич посмотрел на сына долгим взглядом. «Без сцен, Марк. Ты все сделал так, чтобы сцен уже не осталось». И пошел к двери. До дома престарелых было 40 минут езды. Елена вела машину нервно, резко тормозила, несколько раз отвечала на звонки по громкой связи. Сначала разговаривала с мужем о торте и салатах, потом с какой-то женщиной, подтверждая время приезда. Отец сидел рядом, молча, с сумкой на коленях. В какой-то момент дочь все же сказала: «Пап, не надо делать из нас чудовищ. Там правда нормальное место. Уход, питание, врачи. Люди живут». «Живут», — повторил он. «Только не дома. Дома тоже не всегда лучше. Это ты сейчас себя уговариваешь или меня?» Елена поджала губы. «Знаешь, тебе легко говорить. Ты не жил с собой последние годы. А ты жила?» На это Елене ответить было нечего. Остаток дороги они молчали. Когда машина остановилась у ворот, Виктор Андреевич не сразу вышел. Он посмотрел на серое здание, на аккуратные клумбы, на скамейки, на двух пожилых мужчин у входа. Все выглядело вполне прилично. Именно это и было самым горьким. Когда человека предают красиво и аккуратно, от этого не легче. Елена уже открыла багажник, чтобы достать его сумку, когда сзади раздался мужской голос. «Виктор Андреевич!» Он обернулся. К ним быстрым шагом шел высокий мужчина лет 45. Куртка нараспашку, лицо взволнованное, дышал тяжело, будто торопился. Виктор Андреевич всмотрелся и не сразу узнал. «Павел?» Это был тот самый Паша с их улицы, мальчишка из неблагополучной семьи, которого когда-то часто кормили у себя дома они с Марией. Потом парень вырос, ушел в армию, перебивался работами, исчез из района, а потом, как это бывает, связь почти сошла на нет. «Слава богу, успел», — сказал Павел, переводя дыхание. «Я увидел, что Елена вас везет, спросил у соседки, она сказала, куда. Сразу поехал». Елена раздраженно хлопнула дверцей. «А вы тут при чем вообще?» Павел даже не посмотрел в ее сторону. «Виктор Андреевич, поехали ко мне». «Что?» — резко бросила Елена. «Это вообще не ваше дело». Теперь Павел повернулся к ней. «Ваше дело было не доводить до этого. Не надо нас учить, вы не знаете ситуации. Мне и не нужно знать все, я вижу главное. Пожилого человека привезли сюда с сумкой, как будто он лишний в собственном доме». «Собственном?» — усмехнулась Елена. «Дом уже не его». Виктор Андреевич опустил глаза. Ему было стыдно. Не за себя. За то, что чужой человек сейчас слышал то, что родные произносили вслух без всякого смущения. «Я не поеду к тебе, Паша», — тихо сказал Виктор Андреевич. «Зачем я буду вам обузой?» «Обузой?» — Павел посмотрел на него так, будто не поверил своим ушам. «Я к вам пацаном бегал, когда дома кушать нечего было. Вы меня на рыбалку брали, вы мне первый костюм на похоронах родителей дали, помните? Вы мне документы помогали собирать, когда я в техникум поступал. А теперь вы мне говорите «обуза»?» Елена закатила глаза. «Очень трогательно, но у нас все оформлено, мы уже договорились, не надо устраивать цирк». «Цирк устроили вы», — спокойно ответил Павел. «Только думаете, что никто не заметит». «Пап, садись обратно», — жестко сказала Елена. «У меня нет времени». И тут Виктор Андреевич впервые за этот день сказал твердо: «А у меня оно еще есть». Дочь резко повернулась к нему. «Что?» «Время у меня еще есть, и я сам решу, куда мне сейчас идти». Елена замолчала.
Она явно не ожидала сопротивления. Павел подошел ближе. «У меня дом не дворец», — сказал он уже тише, — «но место для вас есть. Жена нормальная, дети хорошие, никто вас в комнату не запирает, поживете спокойно, а дальше разберемся». «С чем разберемся?» — устало спросил Виктор Андреевич. «С домом, с бумагами, со всем». Елена нервно засмеялась. «Ха-ха-ха, все, конечно, сейчас этот герой все разберет. Пап, послушай меня один раз по-человечески, не позорься, потом ведь все равно вернешься сюда». «Может, и вернусь», — сказал Виктор Андреевич, — «но не сегодня и не с тобой». Он взял свою сумку. Елена смотрела на него с таким раздражением, будто сорвала ей важную встречу. «Хорошо», — сухо сказала Елена, — «только потом не звони, я второй раз не поеду». «Не поедешь», — согласился Виктор Андреевич. И ушел с Павлом. Дорога до дома Павла заняла минут 20. Они ехали молча. Виктор Андреевич сидел на переднем сидении и все еще не верил, что машина повернула не туда, куда везла его дочь. Дом Павла был простой, ухоженный, на окраине. Во дворе стояли велосипед, старый мангал, детский мяч. На крыльце их встретила женщина в фартуке. Павел быстро объяснил ситуацию, не вдаваясь в детали. Жена только посмотрела на Виктора Андреевича внимательно, без жалости, и сказала: «Заходите, сначала поесть надо». Ее звали София. Потом выбежали дети. Мальчик лет 9 и девочка помладше. Павел сказал: «Это дедушка Витя поживет у нас». И дети приняли это так просто, как умеют только дети, если взрослые еще не успели научить их черствости. «А вы в шахматы умеете?» — сразу спросил мальчик. Виктор Андреевич впервые за день чуть улыбнулся. «Умею». Вечером София постелила ему в отдельной небольшой комнате. Чистое белье, теплый свет, стакан воды на тумбочке. Все обычное. Но от этой обычности у него защипало в глазах. «Вы не думайте ничего плохого», — сказала София перед сном. «Никто вас ни к чему не обязывает. Живите спокойно». «Спасибо вам», — только и ответил Виктор Андреевич. Ночью он снова почти не спал. Но это была уже другая бессонница. Не от унижения, а от боли, которая наконец-то дошла целиком. Его родные дети не просто устали от него. Они заранее решили вопрос с домом. Скорее всего, еще тогда, осенью. А значит, все эти месяцы сын жил рядом с ним уже не как сын, а как человек, который ждет, когда хозяин окончательно перестанет мешать. Утром Павел налил чай и без лишних разговоров положил перед Виктором Андреевичем папку. «Ваши документы?» «Да. Что осталось?» «Давайте смотреть». Внутри были паспорт, пенсионная, старые квитанции, бумаги по дому, копии каких-то заявлений. И среди них нашелся договор дарения. Копия. Виктор Андреевич долго смотрел на свою подпись внизу. «Это моя подпись», — сказал он, — «но я не знал, что подписываю». «А кто был у нотариуса?» — спросил Павел. «Марк. Елена вроде тоже заезжала. Помню смутно. Давление тогда было. И после глаза лечил. Плохо видел». Павел прочитал документ до конца. «Тут написано, что вы добровольно, в здравом уме, без принуждения подарили дом Марку, и что вам все разъяснили». «Никто мне ничего не разъяснял». «Тогда будем копать». «Павел», — тихо сказал Виктор Андреевич, — «а если уже поздно?» Павел поднял на него глаза. «Поздно — это когда человек сам сдался, а у вас просто отняли то, что вы не собирались отдавать. Это не одно и то же». Днем Виктор Андреевич впервые за долгое время вышел во двор просто так, без ощущения, что кому-то мешает. София сушила белье, дети возились с собакой, Павел чинил калитку. И вдруг старик почувствовал страшную вещь. В чужом доме ему дышалось легче, чем в собственном последние 2 года. Это было больнее любого разговора. Тем же вечером Павел предложил съездить к одной женщине, Вере Ивановне, бывшей сотруднице нотариальной конторы, которая недавно ушла на пенсию и жила недалеко. «Я не уверен, что она знает именно вашу историю», — сказал Павел, — «но попробовать стоит». На следующий день они поехали. Вера Ивановна долго вчитывалась в копию договора, потом спросила: «Дата, осень, фамилия нотариуса.
Так, я не вела эту сделку, но помню день. Тогда был аврал. И, кажется, ваш сын привозил пожилого мужчину. Вы были после процедуры на глаза? Да. Вы сами читали документ? Нет, мне сказали это для коммунальных. Вера Ивановна помолчала. Формально доказать обман трудно, но если есть медицинские документы, что в тот день вы были после лечения, с плохим зрением, под препаратами, если есть свидетели, если можно показать, что вы не понимали сути сделки, шанс есть. «А нотариус?» — спросил Павел. «Нотариус будет говорить, что все разъяснил, иначе он сам под ударом. Но я вам так скажу, слишком часто пожилых людей приводят на подпись по-семейному, в спешке, а потом выясняется, что подарили все подчистую». Виктор Андреевич сидел молча. Он вдруг почувствовал не только боль. Виктор Андреевич почувствовал злость, тихую, тяжелую, позднюю злость человека, которого долго стыдили быть удобным, а потом лишили права даже на собственный дом. И в этот момент внутри у него впервые появилась мысль «нет, так оставлять нельзя». Через 3 дня Павел нашел юриста. Не дорогого, не звездного, а нормального местного специалиста, который работал именно по таким делам. Наследство, дарение, споры по имуществу, оспаривание сделок. Звали его Андрей Коваль. Мужчина лет 50, спокойный, без лишнего сочувствия в голосе. Именно это Виктору Андреевичу в нем сразу понравилось. Он не ахал, не качал головой, не играл в праведный гнев. Он просто задавал точные вопросы. Когда подписывали? Кто присутствовал? Медицинские справки за тот период есть? После подписания вы продолжали жить в доме как хозяин? Коммунальные оплачивали сами или сын? Вас кто-то убеждал, что это не дарение? Есть ли свидетели, что вы говорили о доме как о своем и не собирались никому его отдавать? К концу разговора юрист аккуратно сложил бумаги и сказал: «Дело непростое, но не безнадежное. Основание – заблуждение относительно сути сделки, возраст, состояние здоровья, доверительные отношения с сыном, возможное недобросовестное поведение со стороны одаряемого. Если получится доказать, что вас ввели в заблуждение и вы не понимали последствий, договор можно пытаться признать недействительным». «А если не получится?» – спросил Виктор Андреевич. «Тогда дом останется у сына», – честно сказал юрист. «Но сейчас у вас хотя бы есть шанс. А если ничего не делать, шанса точно не будет». Виктор Андреевич кивнул. «Делаем». На следующий день они начали собирать все, что могло помочь. Нашлись выписки из глазной клиники. В день подписания договора Виктору Андреевичу действительно делали процедуру, после которой зрение было затуманено, а в рекомендациях было указано не подписывать важные документы без сопровождения, не напрягать глаза, избегать самостоятельного чтения мелкого текста. Нашлись и записи участкового терапевта. В тот период у него были скачки давления и жалобы на слабость. Соседка Галина Петровна вспомнила, что в тот день видела, как Марк буквально вел отца под руку к машине, а сам Виктор Андреевич потом говорил ей у калитки. Вот Марк помог с бумажками по коммуналке разобраться. Еще один сосед, Игорь, подтвердил, что Виктор Андреевич не раз повторял: «Дом потом детям поделим поровну, а пока я тут живу». Это было важно. Человек, который собирается подарить дом одному сыну, обычно не говорит так годами. Но самым неприятным было другое. Когда Андрей Коваль отправил запрос и поднял документы, выяснилось, договор составлялся срочно, без предварительной консультации. А в папке нотариуса не оказалось отдельного подтверждения того, что пожилому дарителю читали текст вслух крупным шрифтом, или что он имел возможность спокойно ознакомиться с содержанием. «Это не убойное доказательство», — сказал юрист, — «но уже зацепка». Павел сдержанно кивнул. «А дочь?» «Дочь пока не сторона сделки», — ответил юрист. «Но если подтвердится, что она знала об обмане и участвовала в давлении, ее показания могут сыграть против брата». Через неделю Марк сам объявился. Он приехал к дому Павла без предупреждения. Долго сигналил. Потом вышел из машины и, не поздоровавшись, сразу потребовал: «Пап, ты что творишь?» Виктор Андреевич стоял на крыльце. Павел был рядом, но не вмешивался. «А что именно?» — спокойно спросил старик. «Ты таскаешь по людям семейные дела. Ты хочешь суда?
Ты хочешь позора? Я о вас заботился, жил с вами, тянул все. А теперь какой-то посторонний настраивает тебя против родных детей». «Родных?» — переспросил Виктор Андреевич. Марк скривился. «Опять ты за свое. Дом на мне законно, ты сам подписал». «Я подписал не то, что мне сказали». «Да кто тебе это в голову вбил? Этот?» Марк кивнул в сторону Павла. Тут Павел все же шагнул вперед, но Виктор Андреевич остановил его рукой. «Нет, Марк, мне это в голову вбила твоя собственная торопливость. И твои слова у окна. Место ему уже нашли. Помнишь?» Сын на секунду замолчал, потом перешел в атаку. «А что мне было делать? Ты с каждым месяцем тяжелее. Клара уже на грани, дети боятся. Ты забываешь, разливаешь, путаешь. Мы что, не люди? Мы должны на тебя жизнь положить. Ты сейчас говоришь так, будто я просил класть на меня жизнь. Я просил только не обманывать». «Да хватит уже!» — сорвался Марк. «Этот дом все равно бы мне достался. Я один там жил, я один все тянул». «Ты жил в моем доме», — тихо сказал отец. «И тянул не меня, а свое удобство». Марк побледнел. «Значит так, если ты пойдешь в суд, у нас с тобой больше нет ничего общего». Виктор Андреевич даже не изменился в лице. «А у нас еще осталось что-то общее?» Марк резко развернулся, сел в машину и уехал. После его отъезда Виктор Андреевич долго сидел на лавке. Не плакал, не дрожал, просто смотрел перед собой. «Больно?» — спросил Павел. «Больно», — ответил он. «Но уже не так, как раньше». «Почему?» «Потому что раньше я все еще ждал, что это какая-то ошибка, а теперь нет. Теперь я вижу правду». Через пару дней пришла Елена. В отличие от брата, она зашла тихо, села на кухне, попросила поговорить без свидетелей. София молча ушла в другую комнату, но Павел остался во дворе, рядом. «Пап», — начала Елена, — «давай без суда». «Почему?» «Потому что это грязь. Потому что люди будут обсуждать. Потому что дети...» «Какие дети, Лена? Те, которым ты показала, что деда можно вывести из дома как старую мебель?» Она вздрогнула. «Ты все переворачиваешь». «Нет, это вы перевернули». Елена долго молчала, потом сказала то, чего он не ожидал. «Я не думала, что Марк так сделает». Но когда узнала, промолчала. Я испугалась. Чего? Что, если вмешаюсь, мы все окончательно поссоримся, что он на меня тоже пойдет, что муж скажет не лезть, что я останусь крайняя. Виктор Андреевич посмотрел на дочь внимательно. «И ты решила, что лучше крайним буду я?» У Елены задрожали губы. «Я не хотела, чтобы все дошло до дома престарелых. Но именно ты меня туда повезла». После этих слов она закрыла лицо ладонями и заплакала. Некрасиво, не театрально, по-настоящему. Но Виктор Андреевич уже слишком много пережил, чтобы слезы автоматически все отменяли. «Пап, я запуталась», — сказала она. «Я правда запуталась». «Нет, Лена, ты не запуталась. Ты просто каждый раз выбирала не меня». Она не стала спорить. Перед уходом Елена тихо сказала: «Если будет суд, меня вызовут?» «Наверное. И если я скажу правду, Марк меня возненавидит. А если не скажешь, ты сама себя». Она ушла, не попрощавшись. С этого дня все стало окончательно. Семейная история перешла в плоскость, где уже нужны были не уговоры, а доказательства. И все же среди этой тяжелой, грязной борьбы происходило то, чего Виктор Андреевич совсем не ожидал. Он начал понемногу оживать. По утрам пил чай с Софией, играл с детьми Павла в шахматы. Один раз даже сам попросился в магазин. Потом стал помогать мальчику с задачами по математике. Девочке чинил сломанную музыкальную шкатулку. Его не подгоняли, не одергивали, не говорили: «Не трогайте, вы не так сделаете».
Однажды вечером Павел вернулся с работы поздно и увидел, как Виктор Андреевич объясняет детям, почему нельзя смеяться над слабыми. «Потому что слабый сегодня один человек, а завтра ты сам», — говорил он, — «и тогда вспомнишь, как относился к другим». Павел стоял в дверях и молчал. Потом, когда дети ушли спать, он тихо сказал: «Вы у нас правда как дед». Виктор Андреевич кивнул, но ответил не сразу. «Понимаешь, Паша, самое страшное ведь не дом. Дом можно вернуть, можно не вернуть. Самое страшное, когда старик начинает верить, что он действительно лишний. Вот это ломает насовсем». «Вас не сломали», — сказал Павел. «Чуть не сломали». И это было правдой. Суд назначили через месяц. Этот месяц тянулся медленно и тяжело. Марк через адвоката подал возражение. Позиция у него была простая. Отец все подписал сам, был в сознании, никто его не принуждал, дом подарил добровольно, из благодарности за уход. Более того, Марк пытался выставить все так, будто именно он жертва. Жил с пожилым отцом, терпел сложности, вкладывался в дом, а теперь его хотят оставить ни с чем. Так говорят многие, кто уверен, что если долго пользоваться чужим, то оно становится своим. Виктор Андреевич на первое заседание шел как на операцию. Не из-за страха перед судом. Из-за страха увидеть детей не как родных людей, а как официальных противников. В зале Марк сидел отдельно, в костюме, с адвокатом. Клара рядом не была, но позже выяснилось, что именно она готовила часть домашних свидетельств о том, как тяжело им было жить с пожилым человеком. Елена пришла бледная, сжатая, будто за ночь состарилась сама. Судья внимательно выслушал стороны. Андрей Коваль говорил спокойно, никаких громких слов, только факты. Возраст, состояние здоровья на дату подписания, ухудшение зрения после процедуры, заблуждение относительно сути документа, доверительные отношения с сыном, отсутствие реального намерения безвозмездно передать единственный дом именно одному ребенку, последующее поведение одаряемого, фактическое вытеснение отца из дома и попытка поместить его в учреждение. Адвокат Марка отвечал ожидаемо. Истец путается в воспоминаниях, задним числом изменил мнение, находится под влиянием посторонних лиц, лично поставил подпись, проживал в доме и после дарения, что доказывает отсутствие немедленного конфликта. Само по себе ухудшение отношений между родственниками не делает сделку недействительной. Юридически это звучало гладко, по-человечески мерзко. Потом начали допрашивать свидетелей. Галина Петровна рассказала, что Виктор Андреевич всегда говорил о доме как о своем и не собирался никому дарить его при жизни. Игорь подтвердил, что отец после подписания ничего не знал о переходе права собственности и продолжал считать, что бумаги касались коммунальных вопросов. Елена осторожно пояснила особенности оформления таких документов и подчеркнула, что в подобных случаях особенно важно убедиться, что пожилой человек понимает суть сделки. Потом вызвали самого Виктора Андреевича. Судья попросил его говорить спокойно и по существу. Он говорил без пафоса. Именно это и подействовало сильнее всего. «Я не собирался дарить дом одному сыну. Если бы я хотел распорядиться домом, я бы сделал это осознанно и справедливо. Мне сказали, что это бумаги для коммунальных и чтобы меня не дергали. В тот день я плохо видел после процедуры. Текст мне не читали, я доверял сыну. Он этим воспользовался. Потом меня попытались вывести в дом престарелых. Если бы не Павел, я бы там уже был». Судья спросил: «Почему вы сразу не оспорили сделку?» «Потому что я о ней не знал, а когда понял, сначала не поверил, что собственные дети могли сделать это специально». В зале стало тихо. Потом вызвали Марка. Сын держался уверенно, ровно до того момента, пока юрист не задал простой вопрос. Если отец, как вы утверждаете, добровольно подарил вам дом из благодарности, почему через несколько месяцев вы обсуждали с сестрой помещение его в дом престарелых? Марк ответил сразу: потому что ситуация стала невыносимой. То есть человек подарил вам дом, а вы решили, что его место в учреждении. Не так, мы искали уход. Уход или освобождение площади. Марк замолчал. Потом началось то, чего не ожидал никто. Елену вызвали как свидетеля.
Она вышла к трибуне с таким лицом, будто ей трудно дышать. Судья напомнил об ответственности за ложные показания. И Елена вдруг, словно сорвав внутренний замок, сказала правду. Не всю, не красиво, кусками, но правду. Она признала, что брат говорил отцу, будто документы связаны с оплатой и оформлением бытовых вопросов. Признала, что отец в тот день плохо видел. Признала, что сама не вмешалась, хотя понимала, он не осознает, что подписывает. Признала и то, что идея с домом престарелых обсуждалась заранее. Марк побледнел так, что это было видно даже с другого конца зала. «Ты что несешь?» – бросил он, забыв, где находится. Судья резко сделал замечание. Елена заплакала прямо там, но уже не от жалости к себе, скорее от того, что слишком долго носила внутри трусость, и теперь она лопнула. После заседания Марк попытался подойти к сестре, но та отошла в сторону. «Ты все сломала», – процедил он. «Нет», – ответила Елена, – «это сделал ты. Я просто перестала врать». Решение должны были огласить через 2 недели. Эти 2 недели были самыми тяжелыми. Именно в такие дни человек понимает, что справедливость – вещь не быстрая и не гарантированная. Можно быть правым и все равно проиграть. Можно иметь совесть и не иметь доказательств. Виктор Андреевич это понимал. Он заранее готовил себя к любому исходу. Но внутри у него уже произошло главное. Он перестал стыдиться, перестал думать, что защищать свое – это неудобно. Перестал оправдывать предательство возрастом, усталостью детей, обстоятельствами, тесной квартирой, работой, нервами. Нет, есть вещи, которые нельзя делать с отцом. Точка. В день оглашения решения они снова приехали в суд. Когда судья начал читать, Виктор Андреевич слушал каждое слово так, будто от них зависело не только имущество, а вся оценка его прожитой жизни. Суд признал договор дарения недействительным. Основание – совершение сделки под влиянием заблуждения относительно ее природы и правовых последствий, подтвержденного совокупностью доказательств, состоянием здоровья, снижением зрения, доверительными отношениями с сыном, отсутствием реального намерения подарить единственное жилье и последующим поведением одаряемого. Дом подлежал возврату Виктору Андреевичу. Он не сразу понял, что это все, что он выиграл. Павел рядом тихо выдохнул. Андрей Коваль просто кивнул. Елена закрыла глаза. А Марк сидел неподвижно, как человек, который до последнего был уверен, что все сойдет ему с рук. Когда они вышли на улицу, Виктор Андреевич долго стоял на ступенях суда и молчал. «Ну что?» – спросил Павел. «Тяжело», – ответил он. «Даже когда справедливо, все равно тяжело. Дом вернули? Дом вернули, а сына нет. И в этом была вся правда». Вернуться домой оказалось труднее, чем выиграть суд. Когда Виктор Андреевич в первый раз после решения суда вошел во двор, сердце у него дрогнуло. Все было знакомым и одновременно чужим. Те же ступеньки, та же яблоня, та же лавка у забора. Но на окнах висели другие шторы, на крыльце лежал коврик, который выбирала Клара. Из дома пахло не Марией, не его прошлой жизнью, а чужой семьей, которая успела почувствовать себя хозяевами. По решению суда Марк с семьей должен был освободить дом в установленный срок, и это было отдельное унижение для него. Марк кричал, спорил, обещал подать жалобу, обвинял всех – юриста, сестру, Павла, отца, всех, кроме себя. Когда пришел день выезда, Виктор Андреевич специально не заходил в дом до вечера. Ему не хотелось стоять и смотреть, как сын собирает коробки. Не хотелось превращать и без того страшную историю в дешевую сцену мести. Но Марк все равно дождался его у калитки. «Доволен?» — спросил он хрипло. «Выжил нас!» Виктор Андреевич устало посмотрел на него. «Я никого не выживал. Я вернул свое. Из-за тебя дети теперь по съемным квартирам будут мотаться». «Из-за меня?» «Нет, Марк. Из-за твоего решения жить в доме и считать, что хозяина можно убрать.
Сын сжал челюсть. «Ты все равно остался один». Это был удар туда, где еще болело. Марк знал, куда бить. Но отец ответил спокойно. «Нет, один как раз остался ты». Марк ничего не сказал. Развернулся и пошел к машине. Клара даже не попрощалась, только бросила быстрый взгляд, в котором не было ни стыда, ни сожаления, только злость из-за проигранного удобства. Дети сели на заднее сиденье. Внук постарше посмотрел на деда в окно. Не злобно, скорее растерянно. Он еще не понимал всей истории, но уже чувствовал, что взрослые сделали что-то неправильное. Машина уехала. Тишина после нее была такой густой, что Виктор Андреевич сел прямо на лавку у калитки. К нему подошел Павел. «Зайдем?» «Сейчас», — сказал старик. «Дай минуту». Он сидел и смотрел на дом. На свой дом, который вернулся к нему ценой окончательного разрыва с сыном и тяжелого стыда за дочь. Вернулся не как победный приз, а как напоминание. Справедливость иногда восстанавливается, но трещины в людях уже не склеиваются. Елена приехала через 2 дня. Без мужа, без детей, без оправданий. Она вошла в дом и остановилась в коридоре, будто не знала, имеет ли право идти дальше. «Можно?» — спросила она. «Заходи», — сказал Виктор Андреевич. Они сели на кухне. На той самой кухне, где когда-то Мария лепила вареники, где праздновали дни рождения, где Елена в детстве рисовала фломастерами прямо на клеенке, за что потом получила от матери и защиту от отца. Дочь долго молчала. «Я не прошу сразу простить», — сказала Елена наконец. «Наверное, ты и не должен. Я пришла сказать другое. Я была трусом. Я видела, что все идет неправильно, но думала только о себе. О том, чтобы не ссориться, не влезать, не быть крайней. А в итоге предала тебя не меньше Марка. Может, даже хуже. Он хотя бы делал это ради выгоды, а я ради удобства». Виктор Андреевич слушал и не перебивал. «Когда я тебя везла туда, — продолжила она, — ты сидел рядом с этой сумкой, и я всю дорогу понимала, что делаю что-то ужасное, но все равно довезла. Я не знаю, как с этим жить». «Живи с правдой», — тихо сказал он. «С ней жить неприятно, но полезно». Елена заплакала. «Ты сможешь меня когда-нибудь простить?» Он ответил не сразу. «Простить не значит сделать вид, что ничего не было. Я не вычеркну это. Но если ты правда поняла, что натворила, тогда шанс есть. Только не проси быстрых слов. Их не будет». Она кивнула. После того разговора Елена стала приезжать. Не часто и не театрально, без цветов на прощение, без демонстративных подарков. Просто приезжала, помогала по дому, сидела с отцом, иногда молчала, иногда рассказывала про внуков. Про брата почти не говорила. И это было правильно. Не все раны лечатся разговорами о виноватых. Сам Виктор Андреевич тоже принял решение. Он больше не захотел жить в большом доме один, но и уходить насовсем не стал. Они с Павлом и Софией все обсудили спокойно, без красивых сцен. Дом был большим, в нем можно было жить не как хозяин и квартиранты, а как люди, которые действительно уважают друг друга. Павел с семьей переехал к нему не взамен детей и не за дом, а потому что за эти месяцы они стали семьей больше, чем многие кровные родственники. Виктор Андреевич поставил одно условие. Никаких бумажек в спешке, никаких «подпиши тут». Все открыто, все по-человечески. Павел даже обиделся. «Да вы что, Виктор Андреевич? Я не тебе это говорю, я себе, чтобы больше никогда не стыдиться осторожности». Они оформили все грамотно. Право собственности оставалось за Виктором Андреевичем, а позже он составил завещание так, как считал справедливым, без мести, но и без слепоты. Часть дочери, если не свернет обратно в удобную тишину, часть на внуков и отдельное распоряжение Павлу, человеку, который в самый грязный момент его жизни повел себя чище родных. Когда Марк узнал об этом, он прислал короткое сообщение.
«Ты совсем сошел с ума, чужим все отдашь». Виктор Андреевич не ответил. Потому что, наконец, понял простую вещь. Чужими бывают не те, с кем нет крови. Чужими становятся те, кто рядом ради выгоды. Шло время. Во дворе снова стало шумно. Но этот шум больше не раздражал. На кухне снова смеялись. По вечерам Виктор Андреевич играл с детьми в шахматы. Иногда рассказывал им о Марии, о том, как строили дом, как важно не путать слабость с правом унижать человека. Однажды сын Павла спросил его: «Дед Витя, а почему люди бросают своих родителей?» Виктор Андреевич долго думал, прежде чем ответить. «Не бросают», — сказал он. «Сначала они перестают замечать, что перед ними живой человек, а когда человек для тебя превращается в проблему, дальше уже легко сделать любую подлость и назвать ее заботой. А как не стать таким? Помнить, что старость — это не чужая болезнь. Если повезет, она ждет каждого». Но и уходить насовсем не стал. В тот вечер он долго сидел на крыльце. Рядом стояла чашка чая. Из дома доносились голоса. София звала детей мыть руки. Павел спорил с кем-то по телефону из-за работы. Обычная жизнь. Та самая, которую у него пытались отнять вместе с домом. Он подумал о Марии, о том, как бы она пережила все это. Наверное, плакала бы, наверное, ругала бы детей. А потом все равно сказала бы ему то, что он сам теперь знал точно. Любовь в семье проверяется не словами на празднике, а тем, как ты относишься к человеку, когда он стал медленнее, слабее и неудобнее. Если в этот момент в тебе остается человек, значит, семья жива. Если нет, никакие родственные связи уже не спасают. Вот такая история. Если она вас задела, подпишитесь на канал и отправьте это видео тем, кому оно может быть нужно. И напишите в комментариях, можно ли простить детей после такого, или есть поступки, после которых семья остается только по документам.